Скажи, пожалуйста, ты здесь счастлив? Да. Дизайнерский ремонт. То есть я им особо не ставил ТЗ, я им, сказал, делайте как умеете. Я думаю, что за 300, за 400 лари, опять же, 100, чуть больше $100 в месяц тут можно снять какую-то однушку. В городе, внутри самом, в смысле, ближе к центру. Да, в городе. Вот здесь я так понимаю, это существо помогает тебе, да, в рыбном ловле? Это мой самый главный фанат. Собственно, само море и песок, оно как были классные, так и остались. Так что вот этот... Но здесь мелкий такой, я прям покажу, что фракция мелкая достаточно у песка, это прикольно. Он, конечно, магнитный, у него есть черный оттенок, но это же, наоборот, полезно. А вообще, каким образом ты нашел поти? Давай так вот спрошу. То есть все условно перлись по умолчанию. Тбилиси, Батуми, Батуми, Тбилиси, Тбилиси, Батуми. Поти как попал в эту схему? У меня так же получилось. То есть я, как все по умолчанию, приперся в Батуми, а потом, когда уже здесь жил, то делал такие поездки выходного дня. То есть каждый выходной день я собирался и ехал в какой-то грузинский город. Или с ночевкой, или без ночевки. И как-то как раз после Нового года попал в Поти. И мне здесь очень понравилось, потому что здесь и море, и при этом и город. И при этом намного тише, чем в Батуми. А когда увидел участок с речкой, то он сразу запал в мое сердечко. Потянуло к земле, да? В начале 20 века мэром Поти был Ника Николадзе. Именно ему город обязан своей уникальной структурой. Мэр приглашал в город разных известных архитекторов и при проектировании ориентировался на две популярнейшие модели градоустройства того времени – Париж и Нью-Йорк. Поэтому часть улиц в городе выстроена по нью-йоркской квадратной модели – Лейн и Авеню. Другая часть, уходящая в сторону от собора, сформирована как Париж в виде лучей из центра с опоясывающими кольцами. Главная идея Николадзе заключалась в том, что при взгляде на город сверху он формировал образ Георгия Победоносца, покровителя Грузии. Одна его часть становилась нимбом, другая — туловищем, а третья — вытянутая часть, тем самым копьем, которым был сражен змей. Наиболее примечательное здание той эпохи — это Патийский собор, выстроенный по образу знаменитого собора Святой Софии в Стамбуле, гостиница «Бристоль», строительством которой руководил инженер Эдмунд Фрик и дом самого мэра Ника Николадзе. Это здание в форме башни находится неподалеку от собора. И, собственно, главная фишка этого дома и участка — это... Речка. Выход на речку, да, это удивительно. Мне просто Алексей рассказывал, что он там, без ума и без памяти рыболовничает. То есть он приезжает специально в Поти для того, чтобы ловить щуку. Я так понимаю, что на этой речке. Щуку я здесь не встречал. Тут в Поти очень много всякой рыбы и очень много всяких водоемов. То есть, получается, вот здесь я так понимаю, это существо помогает тебе, да, в рыбном ловле? Это мой самый главный фанат, да, сидит тут. То есть в Поти очень много водоемов. Вот это река Копарча. Да. Там сразу за ней, если, ты снял, наверное, на дроне, да. То есть там будет огромное озеро Палеостоми. С той стороны это Золотое озеро, и потом сразу за ним море. И еще тут очень много-много разных других водоемов. Вот именно в этом, в Копарче, щуки я пока не встречал. Угу. Тут, в принципе... Развернуть вот так, чтобы солнце падало. Ага. Да. Тут с берега всегда ловится всякая мелочевка, там плотва, уклейка, окунь, чтобы вот этих... То есть вышел, буквально сел на стульчик с утра, да, порыбачил, да, то есть, пошел позавтракал. Да, удобно здесь в этом плане. Весной ловится карасик хороший, крупный. Почему каждый человек, который дает интервью относительно жизни экспата, он себе видит этого экспата, причем сам же ты не такой, скорее всего, да, по клубам ты не ходишь. Поэтому я и уехал из Батуми. А почему ты думаешь, что вот все остальные, кто остался в Батуми, они прям каждый день, как на работу, ходят в клуб? Не то, что каждый день, но ходят. И это важный фактор, который людям следует учитывать. Смотри, а допустим, если мы говорим сейчас с точки зрения, опять же, моряков, да, то есть это выход из Патийского порта, это работа при порту, припортовая работа. Чем не профессия? Нет, безусловно. То есть Поти, он отличается в хорошую сторону от многих грузинских городов, что здесь есть вот этот порт, и чуть ли, не знаю, не половина товаров или даже большая часть товаров, которые заходят в Грузию из-за границы, они заходят сюда вот через этот Патийский порт. То есть здесь есть, безусловно, это самый большой там работодатель, здесь есть очень много работы, связанной с этим портом. Плюс все вот эти тачки американские, они тоже заходят через этот порт, то есть тут их делают, чинят. То есть, в принципе, я думаю, что для людей, которые разбираются в тачках,
здесь такой непочатый край для всякого разного бизнеса. Ну, скажем, здесь есть парень, который там ключи прошивает, у него очередь всегда стоит. То есть ты к нему не можешь записаться, здесь так не работает, что там заранее. Ну, ты приедешь, ты будешь стоять в очередь, и у него эта очередь там всегда, с утра до позднего вечера. Но опять же, маляр, немец, полировщики, пацаны в Батуми, которые открыли свой сервис, там, полировки, химчистки, всего остального. Те же самые пацаны открыли Тесла-сервис, где они обслуживают Теслы. То есть, ну, непочатый край, и они взаимодействуют вот именно, что, как эти бизнесы выжили, они интересовались, что, собственно, нужно и местным жителям тоже. То есть они не пытались срубить максималочку на кофе по 15 лари, как мы знаем, да, очень много бизнесов накрылось медным тазом в Грузии, как раз потому, что они не очень понимали, что как бы, ну, среднестатистический грузин, он не может 15 лари за кофе платить, ему эта зарплата не позволяет. Ну, возможно. Но вот как пример, у меня вот здесь есть знакомый, который работает мужем на час тоже. Приехал из России 2 года назад. И, Востребован муж на час? да, он очень востребован. Там я ему звоню, он меня спрашивает, срочно, не срочно. Если авария, сразу приезжать. Если не авария, то он скажет, у меня там есть окно когда-то через 3 дня или через 4 дня. И он очень востребован, но приедет второй такой человек. Сложно сказать, будет ли для них двоих здесь рынок. То есть вот для одному ему очень классно здесь живется, а там двоим, троим, 4. Но здесь же сарафан максимально работает. Сарафан работает, но тоже вопрос денег. То есть этот мужик, он не ломит, ну, по моим там. Ну, скажем, вот я делал электрику в доме, и он мне всю электрику сделал за 300 лари. Это получается там, ну, это чисто работа. То есть это чуть больше $100. И я когда говорю там соседям, ты что, с ума сошел там за электрику, за один день там отдать, ну, такие деньги. То есть, поэтому даже если им надо, не факт, что они обратят. А дом старый? Дом старый, да, его строили староверы, ну, не знаю, не 100 лет, но, может, лет 50 ему есть, я думаю. Вот. Слушай, ну вот если не секрет, сколько денег тебе стоил дом и земля? Это стоило где-то $1028, если не ошибаюсь. Угу. Тут земли сколько? Тут земли почти 10 соток, 900, тут меряют по метрам 935. И тут сразу не нужно было переводить, то есть это не сельхоз была земля? Да, эта земля была не сельхоз, и в чем большой плюс вот именно этого участка, у остальных он куплен не до воды, а здесь, то есть земля... Да, мы еще дойдем туда. Все, молчу. Смотри, я так понимаю, что ты сделал косметику, да? Да, я пригласил ребят, которым нужны были деньги, которые в этом не очень разбирались. Но они где-то месяца 1,5-2, наверное, тут страдали. Но, в общем, сделали вот такую косметику. Тут изюминка, это стены, вот они какие-то... она вот прям руками так делает. Декоративная штукатурка, да, из серии а-ля Греция. Да, это какой-то я понял. Дизайнерский ремонт. То есть я им особо не ставил ТЗ, я им, ну, как бы сказал, делайте как умеете. Ну вот, сделали как умеют. Ну, то есть рабочее место, спальня, там еще одна спальная комната для, я так понимаю, гостевая, да? Ну, то есть у тебя здесь зал и спальня? Да, да. Так. Тут все совмещено, чтобы топить одну комнату. Полы еще по классике, даже деревянные, их покрыли краской, да? Да, полы деревянные, просто покрашенные. А вот скажи, пожалуйста, а сколько стоило вот это, ну, подшаманить? Я так понимаю, что ты делал своими руками, да, что-то руками специально обученных? Я ничего сам не делал, у меня руки только на кнопки умеют нажимать. Вот. Как я, криворукий. Да. Я понял. Я умею только эти. И через интернет-банк деньги пересылать. Я, честно, не вспомню, порядка, мне кажется, 2000 лари. То есть в долларах это $700, наверное. Всего-навсего? Да, тут все очень бюджетно. А что сделано было, получается? Штукатурено, покрыто краской, ну, понятно, что не квалифицированно покрашенные... условно говоря, эти покрашенные полы. Да, они, ну, сделали стены. Крыша не текла? Полы, крыша не текла. То есть внешне все было нормально. Подоконники там какие-то покрасили, ну, двери покрасили. И, так, типа, мы можем дальше, да? Да. Кухню, я так понимаю, заказал вот эту новую, да, поставил? Ну, как кухню заказал. Тут так не делается, это Грузия. Тут приехал на рынок и купил, что было. То есть... ты купил модульную, получается? Ну, нет, как раз таки в Грузии делается, что приходит замерщик и делает на заказ. Но это модульно, тут быстрее. То есть ты взял и просто поставил. Да, тут просто что на рынке продаются, я пришел, купил. Ну, вот этот стол, правда, в Батуми купил. Ну, там, увидел за 100 лари, купил стол такой. Понял. Так, и тут получается дом-то сколько он метров? Дом... метров 60, наверное, да? Он, да, 60, если вместе с сараем. Скажи, пожалуйста, ты здесь счастлив? Да.
Почему? Потому что тут хорошо, тихо, спокойно. Потому что тут хорошие люди вокруг. Потому что тут есть много места для творчества. То есть, если мне чем-то надо заняться, ну вот по участку, по дому, то есть тут можно найти приложение. Тут каждый день открываешь для себя что-то новое. Там, то с этим местным Мосгазом, то с Мосэнерго. Ну, то есть тут жить не скучно. Но при этом... Про Сакар имеешь в виду и про этот? Ну да, Сакар, Энергопро, Georgian Water. То есть, но при этом, если вдруг тебе... То есть тебе не надо постоянно с кем-то бороться. То есть если вдруг тебе это все надоело, то ты можешь просто целый день сидеть дома или там на участке, ничего не делать, кушать мандарины. Но если хочется чего-то интересного, то ты сам себе это интересное можешь быстро создать. А скажи, пожалуйста, в Поте дешевле, чем в Батуми жить? Что-то да, что-то нет. То есть съем однозначно дешевле. Но опять же, тут интересно. Сколько будет, допустим, однушечка стоить? Я посмотрел по этим, как его называется, по MyHome, там практически нет объявлений. А нет объявлений, потому что очень дешево, и потому что нет особо спроса. То есть нет такого, чтобы сюда как-то народ ехал. Я думаю, что за 300, за 400 лари, опять же, там, 100, чуть больше $100 в месяц тут можно снять какую-то однушку. В городе, там внутри самом, в смысле, ближе к центру. Да, в городе. Без отопления оно, скорее всего, будет там или карма будет, или что-то, или там... Получше вариант, допустим, 200, да, будет уже прям жилой стоить? Получше за 200, я думаю, что можно вполне себе что-то хорошее. То есть в плане аренды и в плане стоимости недвиги здесь, конечно, дешевле намного сейчас, чем в Батуми. А продукты? Продукты, да, По ощущениям, мне кажется, должны быть дешевле. То есть и рыбы здесь однозначно больше. Батумский, допустим, рыбный рынок, да, это такая история, которая для туристов. Это где размороженные креветки и камбала по цене сбитого Боинга. Может быть, да. Я не скажу, что я так много покупаю рыбы. Но, наверное, зависит, опять же, от сезона. Мне Слайк говорил, допустим, что кефаль там по 5 лари. Все еще есть она? Зависит от сезона. То есть ее когда много, когда она прет, понятно, что... То есть ее хранить негде. $2-3, условно говоря, килограмм. Да. Или вот сейчас хамса была, то есть когда хамса прет, она там тоже стоит, 200 рублей, там 6 лари, блин. Когда нет, то тогда нет. Самое главное про Поти, что это обычный жилой город, то есть тут нету вопросов, связанных с инвестициями, вложением в недвижимость, окупаемость и все остальное. Здесь, в принципе, особо ценник не растет, но здесь сами квартиры достаточно дешевые. Что было в 90-е? Как пережили 90-е? В Батуми, я знаю, света не было прям настолько Тоже так. У нас... Отличалось чем-то от Батуми? Да. Нет, я имею в виду, именно сложно было сложнее, чем в Батуми, как ты считаешь? Да, конечно. Например, когда мы маленькие были, ехали там родственникам в гости в Батуми, там около Кабулети стоял полиция и там армия какой-то, потому что это автономическая республика Аджара. И тяжело там найти, для грузина тоже. Потом освободили 2003. Но ситуация 90-х... Убрали, получается, кордоны в 2003 году только? Да. После этого революции, когда уже изменился власти, самом ситуация очень тяжело была. А свет был в Поте? Свет не был. Так же, как в Батуми, получается? Да, конечно, мы жили как животные, Не, я знаю, что, в принципе, в Батуми, я просто в Батуми живу, я там побольше с местными, общаюсь. Да. Здесь, то есть, такая же ситуация была с электричеством? Тоже такая. Даже больше тяжело, чем Аджары. Слушай, а получается, смотри, в Батуми сейчас развивается активно как курорт, Поти это все-таки скорее портовый город, да? То есть он привязан к порту. Да, портовые терминалы, здесь рабочий город, потенциал, я думаю, что гораздо больше, чем Батуми. А он будет развиваться все-таки, как ты считаешь, как порт или как курорт? Как порт. Как порт. Типа как... Он же больше, да, чем Батуми, получается, поэтому? Да, по территории Поти второе место. Нет, порт, я имею в виду, больше, чем Батумский? Конечно, этот закрытый порт. То
То есть отсюда приходят товары, которые разъезжаются, я так понимаю, что и на Армению, на Азербайджан, и на Россию, и на Турцию, и на все. То есть он же самый крупный, по-моему, да, в Черном море? Да, очень, очень большой порт Амир-Кавказский. Так что, на Черном море есть большие порты, как Стамбул, как Новороссийск. Поти это уже типа часть Азии. Может сказать, дорога между Азией и Европой. Это сейчас очень наложено, потому что Россия закрыта, там Иран тоже закрыт, и работает только внутренний дерефан. Так что... Давай вот рассмотрим твой образ жизни, да, твою жизнь именно с точки зрения, как бы она подошла интроверту. Слушай, для интроверта здесь идеальное, конечно, место. Но единственное, если не надо общаться, конечно, с коммунальщиками или еще с какими-то службами. То есть, если интроверт сюда бы приехал, и у него там или готовая квартира, или готовый дом, в котором ничего не надо делать, то это, конечно, идеальное место. То есть сидишь, ни с кем не взаимодействуешь, у тебя есть интернет хороший, быстрый, и, собственно, все хорошо. Если тебе надо будет что-то здесь строить или надо организовывать какие-то воду, свет, газ, лучше завести какого-то местного друга, или придется переставать быть интровертом. Надо выходить из зоны комфорта, да, будет? Да, если есть такое желание, то это будет классный такой выход из зоны комфорта. Если такого желания нет, то лучше не рисковать. Так все-таки с точки зрения потенциала для малого бизнеса. Ой, это очень сложно сказать. Я думаю, что точно не надо делать, это не надо делать малый бизнес с расчетом на русскоязычных. Потому что русскоязычных тут немного, они здесь много приезжают в сезон, можно делать какой-то сезонный бизнес. А так надо делать что-то для местных, то есть это надо делать что-то для грузин. А вот что им зайдет, это большой вопрос. То есть если просто проехаться по городу, то с нашей точки зрения потенциал очень большой. И для кофеен, и для каких-то увеселительных заведений, и для той же самой хорошей доставки, для всего. То есть здесь, по сравнению с каким-то, российским городом, здесь много сервисов, которые не хватает. Но будут ли этим пользоваться местные, это большой вопрос. Ты знаешь, не обязательно мы говорим про какую-то точку, которая расположена на местности. Мы можем говорить и про то, что тот же самый закуп орехов, который делается в Гурии по сезону, тот же самый закуп цитрусовых и переработка их базовая. То есть никто же этим не занимается здесь. Та же самая рыба, которая доставляется, она доставляется на рынок Поти. Оно что продалось, то продалось, да, а что не продалось, его просто выкинули. Элементарно переработка в консервацию рыбы, мини-производство, простейшая производственная линия, и вот тебе конкурентный продукт с сырьем за копейки. Может быть, но как показала практика последних 2-3 лет, что многие русскоговорящие ребята пытались что-то в Грузии делать, и не у многих что получалось. Я даже тебе скажу, почему. Наверное... Во-первых, подход без уважения. Честно говоря, российский коммерс — это человек, который подходит без уважения. В Грузии все-таки давай говорить о том, что без уважения ты не будешь ни с кем общаться, и деньгами ты это не решишь. То есть, если ты нанимаешь людей и работаешь не с ними, а ты хочешь, чтобы они на тебя работали, то, скорее всего, среднестатистического грузина ты на себя работать не заставишь. Ты можешь работать с ним бок о бок, да, как брат, как дзма, и к тебе будут относиться лучше, чем где-либо. Но когда ты начинаешь эту эксплуатацию, тайм-менеджмент, что в принципе неприемлемо, да, для Грузии, мне кажется, то, мне кажется, на этом и сдувается большинство бизнесов. А другая проблема, мне опять же кажется, она связана с тем, что люди начинают заниматься здесь тем, чем не могли заниматься у себя дома. То есть они дома этого не делали, а тут они решили, что тут у нас и попрет. Наверное. Я думаю, что есть, каждая семья несчастлива по-своему. Да. То есть есть много разных причин, почему не взлетала. Но вот так если посмотреть на Поти, с одной стороны, потенциал очень большой, но по факту может получиться так, что, не знаю, откроешь, нет тут хорошей кофейни, ты откроешь кофейню, к тебе ходить не будут. Может так получиться, запросто. Вопрос цены. Что, люди в Грузии не любят хороший кофе? Не знаю, тут специфика в том, что все-таки те, кто понаехавшие, мы достаточно, не сильно плотно взаимодействуем с местными. То есть мне после 2 лет проживания здесь сложно сказать, чем местные живут.
и что вот для них взлетит, а что для них не Он нам Рейзи сейчас расскажет как раз. Я думаю, что мы сейчас до него доедем как раз. Ну а вот вообще, как ты считаешь, тут фрилансеры, как бы они живут такой жизнью? Вот именно люди, которые имеют удаленную работу. Ну, конечно, все, кто сюда переехал из русских, это все или из русскоязычных, не русских, это или пенсионеры, или фрилансеры. То есть все эти люди... Я знаю кучу других примеров. Ну, вот из тех, кого я знаю здесь в Поте, есть кто работает руками. Тут вот есть мужчина, который всякой сантехникой, электрикой занимается, дай ему бог здоровья. Но в основном сюда переехали ребята как раз фрилансеры. Ну, вроде бы ничего, вроде не жалуются. В Зугдиде, например, работает маляр, который уехал из Германии, который активно пропагандирует то, что наконец-то я понял, как жить и где жить. В Зугдиде. Да, про этого маляра уже ходят слухи по всей Грузии, что хороший автомаляр появился наконец-то. Вот. Надеюсь, я доеду до него, все хочу интервью взять. Скажи, пожалуйста, наверное, с точки зрения человека, который, с одной стороны, любит Грузию, но, с другой стороны, очень плохо ее знает. Какие здесь особенности в плане климата, природы, всего остального, то есть именно вот в Патийской локации? В Патийской локации, с одной стороны, климат мягкий, то есть здесь не бывает зимы, или зима такая, что не бывает минуса. То есть тут, наверное, никогда не бывает снега, льда точно не бывает. В этом плане, если делать какие-то коммуникации, то все достаточно просто. То есть там вода в трубах не замерзает. Но при этом тут, то есть это рядом с морем, это субтропики, тут очень влажно. Тут бывают, по сравнению с Батуми, очень сильные ветра. То есть как-то вот и бывают очень сильные дожди. То есть как-то вот какой-то туннель, вот он прямо как будто идет через горы, что ли. И часто бывает так, что в Батуми хорошая погода, собственно, штиль и сухо, а здесь сильный проливной дождь и и сильный ветер, да. То есть к этому надо будет быть готовым. Тут очень сильно все гниет, то есть надо тоже материалы хорошие, какие-то краску. Гидроизолировать, в общем, все. Да, все гидроизолировать. Лучше делать не из дерева, а лучше делать там из металла или вот из этих блоков они все делают. В общем, с одной стороны климат мягкий, с другой стороны суровый. Понял. Но Нико Николадзе взял его два любимых города, Париж и Нью-Йорк. Это часть Нью-Йорк, Манхэттен. Этот маяк, который здесь стоит, в Нью-Йорке стоит этот свободный женщины там. Статуя свободы, да? Да. У нас стоит этот маяк, который подарили 1800, по-моему, 66 году британцы, они отправили на судне, и это все здесь сварка они использовали. Просто здесь цельная конструкция, да? Да. Я понял. Слушай, а вот такой вопрос. Ты мигрел же? Да. Я так понимаю, что если ты из Поти, то ты мигрел. Да. Расскажи про мигрелов. Менгрели это эти... это один из народов, как бы внутри грузинов, да? Народов, да, которые жили здесь. В чем особенности мигрелов? Особенно мигрели отдали предложению, например, из восточной части Грузии, что сделать один государство. Так что мигрели очень старый народ тоже. Ты говоришь на мигрельском? Да, конечно. Почему никто не понимает в Грузии мигрельский? Потому что это вообще отдельное язык. Вообще другой, да? Я объясню сейчас, какое тяжело в этом языке. Например, если на русском объясню сейчас, дома стоит, деревья стоит, человек стоит. У всего этого имя существительное есть один глагол, да, стоит. Но на мингрельском у каждого есть свой глагол. Отдельно прям настолько? У человека свой глагол, имя деревья тоже отдельные. У всего есть свой глагол. Прикинь, какой Понял. тяжело. А еще я слышал, что мигрелы самые хозяйственные из грузинов.
Ну, вообще-то это характер грузин. Дома, вот я ездил, допустим, я езжу вот с Поти, допустим, куда-нибудь до Анаклии, там прям дома образцово-показательные, там в хобби какой-нибудь заезжаешь или в деревню, там прям все так. Ну да, это характер. Это... То есть тут прям, ну, где-то, если в деревнях же обычно там дом какой есть, такой есть, да, а там я прям смотрю, все четко так это сделано. Да. Вот этот момент мне как-то так это прям понравился. Да? Ну, честно говоря, да. И еще важный момент, то есть сориентируй, пожалуйста, по городу, вот где у нас самый вкусный ресторан, где можно покушать. Ну, Куда все ходят? ну, есть 2-3 варианта. 2-3 варианта. Вот чтобы мигрельскую кухню как раз, раз уж мы приехали в Мигрелию, да, чтобы вот именно... Да, ну, я честно мигрел, но мне очень нравится имеретинский стол. Имеретинский, так. Да. Очень интересно. И? Да, очень вкусный. Ну, менгрельский это самый известный эларджи, кебжалия, еще там... Харчо, да. У нас есть Сисатура в Батуми, там как раз мигрелка хозяйка, она делает очень вкусную кухню. Так, ну и где нам в Поте все это попробовать? Ну, это главная улица Ахмашенебели. Да. Бристол называется, ну, еще один есть Бирхаус. Так. Ну, этот Бристол известно для вас тоже. Бристоль, Бирхаус, да? Да, Бристол, потому что Нико Николадзе, когда построил город, он тоже сделал гостиница-ресторан. И как раз этот Бристол, ну, там здание было бывший, ну, ресторан-гостиница. Я понял. Es люди в Бристоле, Мигрули, Сакартвеловская маршрут.